Приветствую в Nibiru Realm. Синхронизация запущена, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Недавно Steam, зная мою любовь к Path of Exile, подкинул мне в рекомендации демо-версию новой бесплатной экшен-RPG под названием Crystal Fall. Я провел в ней несколько часов, прошел демку до конца и готов поделиться впечатлениями. Спойлер! Это бюджетная инди-игра от маленькой студии, и она ни в коем роде не пытается убить Path of Exile. Но у нее есть пара козырей в рукаве. Кстати, если вы хотите посмотреть полную запись моего прохождения демки без монтажа, то залетайте на мой второй канал Nibiru Архив, ссылка уже ждет вас в описании. Ну а перед тем, как начать обзор, скажу, что тех, кто досмотрит видео до конца, будет ждать приятный бонус. Итак, что же перед нами? Это изометрический диаблоид в сеттинге постапокалиптического стимпанка. Никаких эльфов и орков, только големы, шестеренки, пушки и магия. Интересная деталь. На старте нам дают выбрать одного из трех классов. И все они гибриды людей и животных. Я взял мага. Здесь он называется техномант. Это гибрид человека и ворона. Что касается графики, сразу можно заказывать губозакаточную машинку. Это не уровень Path of Exile 2. Картинка просто нормальная. Эффекты заклинаний и окружения я бы оценил на 6 из 10. Глаз не режет, играется бодро, но вау-эффекта не вызывает. А вот за что игру можно похвалить, так это за систему развития. Общее древо пассивных талантов здесь действительно напоминает Поя. Оно огромное, с кучей зон и ответвлений. Но главная фишка Crystal Fall — это сами активные навыки. Они здесь выпадают в виде лута. У каждого выбитого заклинания есть свое собственное, случайно сгенерированное мини-древо талантов. Плюс в них можно вставлять специальные глифы для модификации. В демке я бегал в основном с огненным шаром и телепортом. Способность ледяные осколки я выбил только после убийства финального босса, когда тестировать ее было уже особо не на ком. А заклинание молнии протестировать так вообще не удалось, так как требуется наличие посоха в руках, который наотрез отказался мне выпадать. Теперь поговорим о минусах. Первый и самый жирный — это мучительно медленная скорость передвижения. Карты здесь огромные, а маунтов или нормальных бафов на скорость в демке нет. Алтари дают ускорение секунд на 15-20, что вообще не решает проблему. Второй момент — это лут. Шанс дропа редкой или легендарной экипировки крайне мал. Да, на вещах есть параметр увеличения редкости предметов, и возможно, если собрать полный сет на удачу, лут польется рекой. Зато порадовал крафт. Предметам можно повышать редкость, делать в них дырки и вставлять руны. Что касается сюжета, он здесь для галочки. Подается через текстовые окошки без озвучки, и читать их, честно говоря, совершенно не хочется. Перед тем, как подвести итог, давайте проясним важный момент про донат, вокруг которого сейчас много слухов. Разработчики планируют выпустить игру в двух вариантах. Та версия, которая выйдет в Steam, будет полностью бесплатной, а монетизация там будет как в PoE, только покупка косметики и вкладок для тайника. А вот где-то за пределами Steam в отдельном лаунчере будет существовать блокчейн-версия с реальным рынком, где игроки смогут торговать вещами за реальные деньги. Так что за Steam-версию можно не переживать, там pay-to-win не будет. Что ж, насколько же мне понравилось прохождение демо-версии? Мой вердикт 6 из 10. Если вы не ждете от Crystal Fall революции и AAA качества, а просто хотите отдохнуть от Path of Exile в новом стимпанк-сеттинге, игра вполне может затянуть. Релиз заявлен на март 2026 года, так что ждать осталось совсем недолго. Для тех, кто заинтересовался игрой, демка прямо сейчас доступна в Steam. Ссылочка, как обычно, в описании. В начале видео я упомянул про приятный бонус. Пора про него рассказать. Если вы оформите предрегистрацию на сайте игры, то получите эксклюзивный эффект лавовых следов на релизе. Ссылку на предрегистрацию также добавлю в описании. А на этом все. Пишите в комментариях, как вам концепция скиллов в виде лута. Подписывайтесь на хроники Nibiru и до встречи в следующем видео.